Здравствуйте! В эфире программа «Дознание» и я ее ведущий Ильдар Исангулов. В Советском Союзе Башкирская автономная Советская Социалистическая Республика считалась очень развитой в промышленном отношении. И действительно, это был процветающий край – солнечная Башкирия. Здесь было все – собственная нефть, самый крупный в Европе и, пожалуй, самый современный нефтеперерабатывающий комплекс, гигантские запасы меди, развитое сельское хозяйство и отличная транспортная инфраструктура. Однако богатейшая республика в угоду личных корыстных интересов небольшой группы лиц утратила лидирующие позиции. В 60-е годы молодая Башнефть вышла на передовые позиции среди нефтедобывающих предприятий Союза. Она добывала почти 48 миллионов тонн сырой нефти в год. Я не могу держать. Лена! Лена! Я не могу держать. Ой, это такой подарок. Поздравить с днем рождения. Это большой подарок. Хочу поздравить и от себя, и от всех очень многих людей, которые вас любят и вам благодарны. Вы спросите, как связаны башкирский ТЭК и 90-летний юбилей старейшей российской правозащитницы Людмилы Алексеевой? Ответ мы найдем на страницах истории приватизации башкирской нефтянки. У старшего поколения, наверное, еще свежи в памяти события, связанные с перестройкой, реформами и ускорением. Экономические преобразования в нашей стране шли полным ходом. На рубеже десятилетий, 8 августа 90-го года в Уфе председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин выдал ставшую знаменитой фразу: «Вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить». Очень похоже на то, что эти слова Бориса Николаевича были восприняты буквально как руководство к действию и реализованы на все 100%. В 1992 году стартовал так называемый парад суверенитетов. То есть было провозглашено верховенство законов некоторых регионов над законами центра. Башкирский парламент не остался в стороне. Он приостановил действие федерального законодательства на территории республики. А в соответствии с договором Башкирия разделила с Москвой топливно-энергетический комплекс на своей территории. Уфа при этом получила долю 61%, а России отошло 39%. Однако несколько позже своим указом Муртаза Рахимов перевел всю нефтянку в собственность республики. После этого приватизация башкирского ТЭКа уже пошла по другому варианту. 49% акций предприятий перешли в собственность Минимущества Башкирии, а 51% – трудовому коллективу. Но и эта часть практически сразу же после двух эмиссий из 51% превратилась в 1,5%. Организационная структура башкирского ТЭКа постоянно изменялась. В 1995 году были сформированы два нефтяных холдинга, один из них – АНК «Башнефть». Здесь концентрировали всю нефтедобычу, а нефтеперерабатывающие заводы вошли в состав Башнефтехима. Пост председателя совета директоров этого холдинга занял сын Муртазы Рахимова Урал, который годом ранее вернулся из-за границы. Этот топливно-энергетический комплекс они начали к рукам прибирать сразу, с тех пор, как Урал вернулся из Парижа, сразу получил карт-бланш, стал командовать, объединять, разъединять, закольцованные схемы собирать. И в результате прибрал к рукам и удачно, благополучно продал. Были созданы частные фирмы, которым были переданы в хозяйственное ведение все, что принадлежало НГДУ «Нефть». Таким образом, несколько, 5-7 человек становились владельцами вот таких. И на этом получили большие деньги. Все это делалось с ведома Рахимова. Был указ, потом было возбуждено по моему запросу, возбуждено уголовное дело по превышению должностных полномочий президента Республики Башкортостан Рахимова в 2003 году. В 2002 году началась так называемая перекрестная приватизация. Была учреждена компания «Башкирский капитал». Именно туда перевели все акции башкирского ТЭКа. История прихватизации башкирской нефтянки началась с издания Муртазой Губайдуловичем Рахимовым двух незаконных указов в августе 2002 года.
согласно которых уже его сын Урал Рахимов тогда руководил Башнефтехимом, мог без решения властей республики, без законодательного органа, без исполнительного органа, спокойно на свое усмотрение приватизировать данные активы, основные активы республики. Если судить по отчетам АНК «Башнефть», ее контрольный пакет находился во владении 3 уфимских ООО. Таймас 19% акций, Соцсервис 19%, Щит 19%. О владельцах этих ООшек известно мало. К примеру, одна из них, Наталья Караваева, была личным секретарем сына президента Башкирии Урала Рахимова. А подполковники милиции Зырянов и Максимов состояли в охране президента Башкирии. Они занимали посты в республиканском МВД. Была еще одна совершенно неприметная ООО «Соцсервис». А ранее ее возглавлял Валерий Спиранский, главный финансист Башнефтехима и человек, близкий к Уралу Рахимову. И вот на что следует обратить внимание. В разное время люди, которые стояли около Урала Рахимова, таинственным образом погибали. Ну, не все, конечно, и об этом чуть позже. В результате описанных манипуляций башкирский ТЭК перешел под контроль или фактически стал принадлежать сыну президента. У руководства республики появилась уверенность, что ТЭК останется под его контролем даже в случае отставки Рахимова-старшего. Центр избирком республики подвел окончательные итоги второго тура президентских выборов. Главой республики вновь стал Муртаза Рахимов. Любая критика власти в то время жестко пресекалась. Нести избирателям правдивую информацию было делом рискованным. Однако в 2003 году подул ветер перемен. Республика стала готовиться к выборам президента. Окружение Муртазы Рахимова, да и он сам, наверное, прекрасно понимали, что могут проиграть. Оппонентами были московский банкир Сергей Веремеенко и сенатор Ралиф Сафин. Причем большая часть населения была готова их поддержать. Главный редактор газеты «Отечество» Сергей Кузнецов так вспоминает это время. Газету «Отечество» мы печатали в Челябинской области, потому что в республике всем типографиям запретили ее печатать. Тираж у нас доходил до 500 000, очень большой объем был. Тем не менее, очень быстро мы его распространяли. Там была правда про все махинации, про все политические решения здешние, которые, если их перечислять, то времени не хватит. Из башкирского Белого дома делались попытки надавить на руководство города Златоуста и остановить выпуск газеты «Отечество». Но безрезультатно. Свежий номер «Отечества» нужно было не только напечатать, но еще и довести до читателей. Мы через горы перевозили. Здесь, минуя все КПМы, объезжая их там разными дорожками, там, проездами, заброшенными какими-то тропами, привозили либо на какие-то дачи, либо там на загородные дома какие-то, или порой просто на полянках. Там собирались люди из регионов республики, из разных городов, там Нефтекамск, Белорец, Стерлитамак. Тут же все перегружалось в более мелкие, скажем так, машины и разъезжалось по городам и весям. Все оппозиционные газеты в Башкирии издавались за пределами республики. В Набережных Челнах, в Ижевске, в Верхнеуральске и в Свердловской области. В тот период выходило 3 наиболее крупных оппозиционных газеты. Это «Отечество», самый наибольший тираж был у «Отечества», «Белорецкий субботний курьер», наша газета, у нее был тираж около 80 тысяч, и «Вечерний Нефтекамск». С доставкой сложностей было вообще все время очень много, потому что все время следили, знали, что тираж газеты была еженедельная. Нам приходилось некоторые тиражи ввозить даже в бетономешалке. За пределами Башкирии никаких проблем не было. Мы спокойно проезжали, все посты и так далее. Но как только въезжали, вот в Учелах нас, помню, остановил патруль милиции с автоматами, значит, заставили наших людей разгружать, экспедитора и водителя разгрузить тираж. Когда я подъехала и запретила производить разгрузку нашего тиража, то, значит, сотрудники полиции нанесли мне уже повреждения телесные. Ответ был четкий. Какой закон? У нас есть начальник нашего отделения полиции Учелинского, вот он для нас закон. Оппозиция, похоже, очень сильно доставала башкирский Белый дом, а власти соседней Челябинской области на поводу не пошли. Раздражение росло.
А газета «Отечество», как ни в чем не бывало, печаталась в Златоусте. И вот однажды ночью в типографии произошел пожар. В итоге она лишилась нового немецкого печатного станка. Мне позвонили где-то, наверное, раненько утречком, часика 4:30. Получил информацию, что пожар в типографии. Ну, я подъехал. В принципе, пожар был уже ликвидирован, пожарные машины стояли. Вот. Ну и когда начали разбираться, неизвестными было разбито стекло и заброшены две бутылки с горючей жидкостью. Тот режим, который существовал, он всячески пытался свободу слова, так сказать, задушить в корне. Много раз директору типографии звонили, угрожали даже, пытались подкупить, чтобы он не печатал эту газету, но директор не соглашался. В результате вот последнее это уже решили поджечь. По мнению бывшего директора типографии Юлена Зубарева, поджог носил явно заказной характер в отместку за тиражирование газет для оппозиции в Башкирии. Поэтому случившийся пожар восприняли однозначно, как политическую диверсию. Тем временем в республике шла своим чередом так называемая закольцованная приватизация предприятий ТЭКа. Теперь акции заводов нефтянки передали инвестиционным компаниям Уралинвест, Юризань-Инвест, Агидель-Инвест и Инзер-Инвест. Далее эти ООшки передали акции в 4 одноименных благотворительных фонда – Урал, Юризань, Агидель и Инзер. Акции внесли как благотворительный взнос. Муртаза Губайдулович же выдумал, что тут рейдеры разные хотят захватить всю нефтянку, поэтому они сделали вот закольцованную схему, по которой рейдеры к ним не попали, но они сами все это втихаря продали. В 2003 году Счетная палата России усомнилась в законности приватизации башкирского ТЭКа. Вскрылась уникальная ситуация по хищению имущества федеральной казны, то бишь акций башкирского ТЭКа, которые последовательно выводились из федеральной собственности в частные фирмы, причем учрежденные они были начальником охраны Урала Рахимова, секретарем Урала Рахимова. Аудиторы Счетной палаты сделали попытку остановить процесс расхищения госимущества. Данная сделка была признана и оспаривалась Федеральной налоговой службой как противоречащая нормам бизнеса. Затем последовала целая череда арбитражных судов, причем налоговая служба все суды выиграла, и сделки были признаны незаконными. Однако позже налоговики исковые требования отозвали и от претензий отказались. Если вот я, например, украл что-то большое, чтобы мне продать, вот украл я слиток золота, мне лучше продать его, распилить на отдельной части. И таким образом я могу сказать, что вот это вот я получил долю от тети, это вот от бабушки, это вот от дедушки, да? Потому что большая, вот если принесете огромный слиток краденый, вызовет это подозрение. Точно так же Башнефть разделили, остался генеральный директор, секретарь и московское представительство. И там пара, может быть, водителей. Вот. В 2009 году ТЭК перестал быть башкирским. На территории республики он только находился, но по факту Башкирии больше не принадлежал. Как мы сейчас знаем, деньги от его продажи были похищены. И, минуя бюджет, перекочевали в благотворительный фонд «Урал», который учредил сын бывшего президента. А благотворительностью как бы занимался сам бывший президент Муртаза Рахимов. То, что это воровская схема, вот для меня это очевидно, когда у меня на руках находятся бумаги, то есть документы. Например, суммы там 16 миллиардов 692 миллиона 47 тысяч 164 рубля 25 копеек. То есть не государству перечислено, а какой-то ООшке, которая в свою очередь перечислила деньги в благотворительный фонд. То есть где здесь государство? То есть для чего это было сделано? Ну, во-первых, чтобы уйти от налогов, это элементарно. Ну и второе, чтобы придать видимость законности этой сделки. Никто не сомневался в том, что Игорь Изместьев был верным членом команды действующего президента. В 2003 году он был спарринг-партнером Муртазы Рахимова. Ну а сегодня отбывает пожизненный срок в колонии особого режима.
Жил-был сенатор, успешный бизнесмен, владелец крупного нефтехолдинга «Корус». Были у него заводы, пароходы. И была у него личная дружба с семьей президента республики. Игорь Изместьев был выдвинут командой Рахимова в качестве спойлера, или, как мы говорим, лесника. Именно за верность Игорь Изместьев после выборов получил должность сенатора от республики. Но в один прекрасный день его отзывают с должности сенатора, а затем задерживают и сажают в СИЗО на 3,5 года. А после закрытого суда дают высшую меру наказания. В России это пожизненный срок. У него конфисковали все, вплоть до личного дома в Подмосковье. Победа на выборах далась Муртазе Рахимову дорого. Ему пришлось согласиться на продажу башкирской нефтянки АФК «Система» за чисто символическую цену – $2,5 миллиарда. При этом уголовные дела против Урала Рахимова были приостановлены. Зато в это же время началось уголовное преследование Игоря Изместьева. Адвокат Александр Гусак убежден, что обвинения и приговор в отношении Игоря Изместьева были сфабрикованы в интересах Муртазы Рахимова и его сына Урала. Были получены данные, которые указывали на непричастие Изместьева к тому объему обвинения, которым был и предъявлено, и он был обвинен. У меня сложилось впечатление, что таким образом хотели перевести так называемые стрелки с одного человека на другого. Бывшего сенатора обвинили во всех смертных грехах по полной программе. Ему вменили убийство директора Новоуфимского нефтеперерабатывающего завода Салавата Гайнанова, нотариуса Галины Перепелкиной, главбуха Башнефтехима Валерия Спиранского и других. И в завершении повесили на него теракт, то есть подрыв машины с охранниками Урала Рахимова. И все эти черные дела якобы Изместьев творил вместе с кингисеппской бандой. Нам удалось поговорить с бывшим сотрудником правоохранительных органов, и у него свое мнение на этот счет. Директора нефтеперерабатывающего завода Салавата Гайнанова убили в январе 1994 года. Годом ранее он сам принимает на работу молодого сотрудника Игоря Изместьева на практически рядовую должность замначальника цеха. Вот тебе второй пример. Медсестра приходит на работу в больницу и заказывает главврача с той целью, чтобы занять его место. Вот ты поверишь в эту историю? В итоге Игорь Изместьев кресло директора завода не занял, его осудили, и кроме того, кингисеппской АПГ в то время не было. Урал подмял под себя практически весь башкирский ТЭК. Понимаете, по негласному, что ли, согласию его отца, Урал курировал все. И непосредственно Гайнановское предприятие, он хотел серьезную долю от всей прибыли. Насколько мне известно, Гайнанов его, по-народному говоря, послал. Вот. Ну и это все вылилось в его смерть. Это абсолютно точно. Получается так, что Изместьев вел двойную жизнь. Сначала закончил институт, в 93-м году вернулся из армии, потом устроился на завод и в это же время сколотил банду киллеров, чтобы с их помощью в 94-м году убить своего благодетеля, директора нефтеперерабатывающего завода Салавата Гайнанова, и занять его место. Однако после гибели директора в кресло руководителя завода почему-то не сел. Кроме того, из приговора суда следует, что Игорь Изместьев был организатором поджога типографии в городе Златоусте, хотя в этой типографии печатались критические материалы про семью Рахимовых. Казалось бы, заинтересанты очевидны. В отношении типографии что могу сказать? На тот момент, когда я взял дело, материалы о том, что совершила поджог типографии банда Финагина, уже все знали. Об этом и были материалы в этом деле. О том, что указания на поджог типографии давал непосредственно Урал. Там был такой момент, что Урал просто Финагину передал газету, там присутствовал и Иванов, и Пумане на тот период, где был указан адрес этой типографии.
и сказал, что по приезду в Москву они уже должны были бы, они должны были отчитаться о поджоге. Мне просто удалось добыть там данные о том, что вот именно этот поджог, подготовку операции так называемой, да, контролировали сотрудники милиции. То есть, чтобы они отфиксировали, сделано это или нет. Понимаете? Ну и чтобы на всякий случай, я так думаю, чтобы, если что, прикрыли. В том, что Игорь Изместьев причастен к поджогу типографии, очень сомневается и редактор газеты «Отечество». С какой стати какой-то Изместьев, кто он такой и вообще какое отношение ко всему этому имеет? Вдруг свою банду привез и начал войну вести против типографии. Смешно было, конечно. Это здание на улице Коммунистической в свое время было самым охраняемым объектом на территории республики. За этим забором находился офис Урала Рахимова. Стоянка и остановка здесь были запрещены. В 2003 году Игорь Изместьев баллотировался в президенты республики. И заодно, видимо, решил убрать сына президента, так написано в приговоре. Правда, непонятно, для чего накануне он подарил ему бронированный «Мерседес». Так вот, по его заданию киллеры поставили недалеко от офиса Урала Рахимова нашпигованный взрывчаткой автомобиль. Но на лобовом стекле кто-то написал «заминирован». И с этой предупреждающей надписью машина простояла здесь несколько недель. Еще в приговоре суда говорится, что бывший сенатор Игорь Изместьев хотел убить московского предпринимателя Юрия Бушева. Да, я лично встречался с Юрием Бушевым. Кроме того, на одной из встреч он мне передал часть документов. Вот на основании изучения этих документов нам стало известно, что Урал Рахимов, по сути, задолжал Бушеву достаточно крупную сумму денег. По тем временам это составляло порядка 30 миллионов долларов США и еще порядка 800 тысяч тонн нефти. И, как утверждал Бушев, чтобы этот долг не отдавать, его просто-напросто закрыли в следственном изоляторе города Уфы, где он просидел фактически год. Вот в этот период времени, когда он находился под следствием, у него производились обыски. В ходе одного из обысков были изъяты документы, подтверждающие факт задолженности Урала Рахимова. В списках жертв была нотариус Галина Перепелкина, гражданская жена Юрия Бушева. И следствие, и суд посчитали, что ее порешил Игорь Изместьев. Ну а самое активное участие и помощь Юрию Бушеву оказывала его супруга Галина Перепелкина. По образованию это юрист, нотариус, довольно известный человек в своих кругах, который принимал участие в подготовке документов по приватизации башкирского ТЭК. И она была близко знакома с Валерием Спиранским. И кроме того знала слабые места Урала Рахимова. Ей каким-то образом удалось с Валерием Спиранским договориться, и он помог восстановить недостающие документы, подтверждающие задолженность Урала Рахимова перед Юрием Бушевым. Мотивом убийства Галины Перепелкиной, по мнению самого Юрия Бушева, было именно ее активное участие в этом процессе. А Валерия Спиранского просто-напросто наказали, так сказать, за предательство. Еще раз подчеркну, что это версия Юрия Бушева, но сейчас она, по всей видимости, находит свое подтверждение. Что характерно, сам потерпевший Юрий Бушев на стадии следствия, затем в суде, в интервью прессе всегда заявлял, что ни у него, ни у Галины Перепелкиной никогда не было конфликтов с Игорем Изместьевым. Юрий Бушев всегда утверждал, у Игоря Изместьева не было мотива его убивать. Мое устранение необходимо было Уралу Рахимову для легализации похищенных денежных средств и почти 800 тысяч тонн нефтепродуктов. Доводы Юрия Бушева нашли свое подтверждение. Уже есть показания свидетелей и двух киллеров – Сергея Финагина и Александра Иванова. А это, надо признать, весьма существенный момент. Наблюдатели отметили целую череду странных событий. Вот, к примеру, в мае 2010 года Московский городской суд вдруг распустил коллегию присяжных, которая готова была вынести оправдательный вердикт Игорю Изместьеву. Послушайте, что по этому поводу сказал один из присяжных заседателей, Иосиф Нагле. Такого результата крайнего не совсем ожидал. Я думаю, просто решили, чтобы не повторилось, как с Ходорковским, когда будет кончаться срок, чтобы пришлось придумывать новый процесс. А так дали пожизненно, и все. Обвинение в терроризме,
включая и большинство прочих обвинений, по тем доказательствам, которые нам успели предъявить, если не появились какие-то новые, вызывает огромное сомнение. Думаю, стоит добавить, что при активном содействии Игоря Изместьева башкирский ТЭК вернулся в собственность российского государства. А это 330 миллиардов рублей, из которых 25% получила наша республика. Эти деньги были возвращены в казну и сегодня работают на благо народа. Но, думаю, история еще не завершилась, потому что зло не было наказано. В этой связи, наверное, стоит добавить, что в настоящее время сын бывшего президента Урал Рахимов объявлен в международный розыск по линии Интерпола. И это свидетельство серьезности намерений правоохранительных органов. Это будет для меня такая награда. Помилуйте Игоря Изместьева. Меня его судьба, вот он 12 лет сидит, 12 год. И 12-й год я по ночам просыпаюсь и думаю о нем. Просьба Людмилы Михайловны Алексеевой помиловать Игоря Изместьева вызвала большой общественный резонанс. Кто-то ее поддержал, кто-то был против, но были и те, кто сильно испугался. Вы только представьте, Игорь Изместьев помилован и вышел на свободу после самого жесткого тюремного заключения. Ведь тогда он может дать показания в австрийском суде в Вене в отношении Урала Рахимова. И это будет не формальная бумажка с печатью, а живые показания главного свидетеля. К тому же, я полагаю, что в России Урала Рахимова с нетерпением ждет отец, друзья. Ждут его возвращения следователи, то есть все самые близкие люди. Это была программа «Дознание». Мнение наших героев не всегда совпадает с мнением редакции, но всегда заслуживает внимания. Поэтому выводы делать только вам. Вел передачу Ильдар Исангулов.